Часть 6. Сентябрь 1975 года. В местной библиотеке хранились подшивки районной газеты «Карпинские рабочие» с 30-х годов по сегодняшний день. Большая часть в читальном зале, под стеклом в высоких шкафах. Страницы старые, плотные, желто-коричневые по краям, с тем характерным запахом, который есть только у старой советской газетной бумаги. Горьковатый, немного химический, запах другого времени. Дмитрий попросил сентябрьские номера за 1975 год. Нашел на третьей странице 8 номера, вышедшего 10 сентября. Небольшая заметка. 3 коротких абзаца, напечатанных обычным шрифтом без выделений. Советские районные газеты не любили кричащих заголовков для таких историй. 7 сентября сего года из жилого дома номер 17 по улице Октябрьской города Карпинска пропали 2 детей. Михаил Орлов, 8 лет, и Николай Степанов, 10 лет, учащиеся 2 и 4 классов средней школы номер 4. Последний раз дети были замечены во дворе дома в первой половине дня. Поиски при участии сотрудников районного отделения милиции и добровольцев продолжаются. Жителей, располагающих сведениями о местонахождении детей, просим сообщить по телефонам. Дмитрий перечитал несколько раз. Михаил Орлов, Николай Степанов, Степанов. Он сидел за столом читального зала и смотрел на это имя. Николай Степанов. Дом номер 17 по Октябрьской. Возраст 10 лет. Пропал 7 сентября 1975 года. Николай Степанович Степанов. 4 этаж. Я слышу с 75 года. Он перелистал дальше, к октябрьским номерам. Нашел в 16 номере. Один из пропавших детей найден. Михаил Орлов, 8 лет, пропавший 7 сентября этого года, найден живым и невредимым 15 сентября в районе деревни Никольская Серовского района. Мальчик госпитализирован для обследования. Поиски второго ребенка Николая Степанова продолжаются. Деревня Никольская Серовского района – это более 40 километров от Карпинска. И в ноябрьском выпуске последнее. Поиски Николая Степанова, 10 лет, пропавшего 7 сентября, прекращены. Дело передано в архив. 3 строки. На этом все. Ребенок пропал, и об этом 3 строки. Дмитрий вышел из библиотеки около 3 дня. Карпинск в ноябре – город, в котором темнота приходит рано и остается надолго. Уже в 3 часа небо над крышами становилось почти темным. Уличные фонари зажигались, не дожидаясь вечера. Дмитрий шел пешком. До улицы Октябрьской было минут 15, и он не торопился. Ему нужно было время. Николай Степанович. Николай Степанов. Это был отец того мальчика. 50 лет. Нет, 46. Он каждую ночь слышит шаги над потолком, начиная с той ночи, когда сын не вернулся. И никуда не уехал. Дмитрий думал, есть несколько объяснений тому, почему человек остается в месте, которое причиняет страдания. Психологические – невозможность принять потерю, желание сохранить связь с тем, что ушло. Практические – советское жилье не меняли просто так. Но старик дал и третье объяснение. Если уеду, Коля останется здесь один. Это не психология и не практика. Это что-то другое. Что-то, для чего у Дмитрия не было точного слова. Он прошел мимо пустого детского сада с облезлым забором. Мимо продуктового в теплом желтом свете. Мимо 2 пожилых женщин у подъезда, которые проводили его взглядом. Без враждебности, просто с интересом, как смотрят на незнакомцев в маленьких городах. Он думал о Коле Степанове. 10-летний мальчик, который с рождения просыпался в 3 часа 17 минут и сидел в темноте, слушая. 10 лет слышал что-то, не понимая, что именно. Просто слышал и сидел. А потом поднялся на чердак. Куда он ушел? Дмитрий не знал. Может быть, никто не знал.
Он дошел до угла улицы Октябрьской и остановился. Посмотрел на дом. Серая пятиэтажка с березами во дворе была видна отсюда. 5 этажей, 4 подъезда, 48 квартир. На 5-м этаже одно окно темное. Его. Он выдохнул облачко пара в морозный воздух и пошел к подъезду. Дмитрий вернулся к Николаю Степановичу вечером того же дня. Старик открыл дверь, увидел его лицо, молча пропустил внутрь. Они снова сидели на кухне. Дмитрий положил на стол распечатки газетных страниц. «Я нашел заметки», — сказал он, — «про сентябрь 75-го». Николай Степанович посмотрел на распечатки. Не взял, просто посмотрел. «Я знал, что они есть в газете. Я сам когда-то держал эту газету в руках. Расскажите мне, что произошло в тот день. Не то, что в газете, то, что вы знаете». Долгая пауза. Потом старик встал, налил себе воды, вернулся. 7 сентября, суббота. Солнечный день, теплый. Последнее тепло перед осенью. Коле было 10 лет, он во второй половине лета вошел в 10-й год. Хороший мальчик, спокойный, немного замкнутый, не из тех, кто орет и носится. Думал много, смотрел внимательно. Он говорил ровно, без надрывов. Так рассказывают историю, которую рассказывали себе 1000 раз наедине. После обеда они с Мишей Орловым пошли во двор. Я видел их из окна, около часа дня. Они играли у берез. Жена сказала, пусть погуляют, тепло последнее. Я пошел работать, у меня были чертежи. Когда вы поняли, что их нет? Вечером, около 6. Миша пришел домой один. Мать его увидела, спросила, «А где Коля?» Миша посмотрел на нее и молчал. Просто молчал. Она испугалась, стала расспрашивать. Он, наконец, сказал только, «Я пошел за звуком». Больше ничего не сказал. Замолчал и не говорил 3 недели. «Пошел за звуком», — повторил Дмитрий тихо. Старик медленно кивнул. Это была первая понятная фраза, которую Миша произнес в тот вечер. Потом 3 недели тишины. Мать в панике, врачи, психолог из городской больницы. Ребенок молчит. Смотрит в стену, иногда ест, иногда нет. Никакой реакции на вопросы, на имя, на громкие звуки. Просто как выключили. Когда он начал говорить снова? Но 22-й день. Вдруг сел за стол, попросил хлеб. Говорил потом нормально, отвечал на вопросы, ходил в школу, но про тот день ни слова, ни разу за всю жизнь. Его расспрашивали? Мать первое время, потом перестала. Каждый раз, когда заходили вопросы о том дне, Миша менялся в лице. Не пугался, видимо, что-то более глубокое. Уходил в себя на несколько часов. Потом возвращался и делал вид, что ничего не произошло. Вы сами к нему приходили? Да. Николай Степанович поставил кружку. Когда Мише было лет 25, я пришел. Честно сказал, я не требую ничего. Хочу только понять, что случилось с моим сыном. Хоть что-нибудь. Миша смотрел на меня долго и молча. Потом сказал: «Николай Степанович, я не помню ничего про тот день. Совсем ничего. Как будто его не было. По глазам я видел, он говорил правду, не скрывал. Этого дня в его памяти просто не существовало. 8 дней пусто. 5 сентября и сразу 15. Поле, кто-то трясет за плечо. Что было между, нет ничего. Физически он был в порядке? Абсолютно. 8 дней в поле, сентябрь, ночи уже холодные, ни переохлаждения, ни обезвоживания, ни царапины. Как будто для него прошло несколько часов, не 8 дней. Да, мы сначала не поняли, что за звук, куда пошел. Потом решили, дети иногда говорят непонятно. Стали искать Колю. Весь двор, весь дом, потом вся улица, потом с милицией. Ничего. Мишу нашли через 8 дней в поле. 43 километра от города. В поле, в 500 метрах от дороги. Сидел, знаете, как именно? Как?
Лицом на восток. И обувь рядом. Снятая, поставленная. Дмитрий замер. Как у Кузнецова? Да, как у Кузнецова. Николай Степанович посмотрел на него. Я это узнал только потом, много позже. Когда случился Кузнецов, мне рассказали, как его нашли. Я тогда впервые подумал, это не случайность, это поза, снятая обувь. Дмитрий молчал. Он понимал, что именно произошло только что за кухонным столом. Не рассказ о пропавшем мальчике и его случайном друге. Паттерн. Один и тот же ритуал, одно и то же положение тела, одна и та же снятая обувь, поставленная, не брошенная. Мальчик 1975-го, слесарь 1997-го. Что-то требовало одинаковых жестов от совершенно разных людей с разницей в 22 года. И шаги, 3 туда, 3 обратно, начались именно в ту ночь, когда исчез Коля. Как будто что-то пришло вместо него или вместе с ним. Дмитрий поднял взгляд на потолок, потом на старика. «А Коля, вы когда-нибудь думали, что он мог, что он там, на чердаке?» Пауза, долгая. «Я думал всякое», — сказал старик. «За 46 лет всякое. Сначала думал, найдется, потом хотя бы узнать, что случилось, потом просто понять». Он посмотрел в окно. «Но вот что я знаю точно. Коля с самого рождения просыпался в 3:17, каждую ночь, с первых недель жизни. Жена вела дневник, там первые записи про это появляются, когда ему было 3 недели. Снова в 3:17, как часы. И это продолжалось? До последнего дня. 10 лет, каждую ночь. Он просыпался, садился в кровати и сидел. Иногда я заходил, спрашивал, что слышишь? Он говорил, ничего, просто проснулся, просто сижу. Но он что-то слышал? Теперь я так думаю, да, слышал с рождения. Просто не понимал, что это. А потом, в тот сентябрьский день, понял и пошел. Тишина в кухне. И шаги, они начались сразу после его исчезновения? В ту же ночь, с 8 на 9 сентября 1975 года. Я лег очень поздно, мы искали Колю до ночи. Лег в 3 с чем-то, почти сразу услышал. Он помолчал. Я не удивился, вот что странно. Я лежал и слышал 3 шага туда и 3 обратно, и не удивился. Как будто ожидал, как будто знал, что так будет. Не знал этого, конечно, но не удивился. Часть 7. Март 1947 года. Дмитрий вернулся в архив на следующий день. На этот раз он попросил другие документы. Исторические карты и плановую документацию по кварталу. Архивариус долго искала. Принесла несколько больших папок с пометками, топографические материалы. Нашел нужный. План квартала 1955 года. Выполнен тушью на плотной кальке, аккуратный, с легендой и масштабной линейкой. Дмитрий изучал его медленно. На месте нынешнего жилого квартала промышленная зона. На месте дома номер 17 по Октябрьской и прилегающей территории железнодорожный разъезд Октябрьский. Небольшая станция с несколькими тупиковыми путями, использовавшаяся для сортировки угольных вагонов с местных шахт. 2 небольших здания, диспетчерский домик и будка стрелочника, пост номер 3. Будка стрелочника, пост номер 3. Он обвел точку карандашом, потом перенес на лист бумаги по масштабу примерное расположение. Если дом номер 17 построен на этом месте в 1963, будка стрелочника стояла примерно там, где сейчас находится 3-й подъезд. То есть примерно под тем участком чердака, где выбита полоса в пыли. Разъезд Октябрьский ликвидировали в конце 1950-х. Пути разобрали, земли передали под жилье, дом построили. Он попросил подшивки газеты за март 1947 года. В газете от 20 марта, внутренняя страница, мелким шрифтом. На разъезде Октябрьский 16 марта сего года при несении дежурства скончался стрелочник товарищ Масленников Федор Иванович, 52 лет.
сердечная недостаточность. Коллектив разъезда выражает соболезнования семье. 8 строк. Рабочий погиб на службе. Но у Дмитрия был еще один источник – папка с внутренней документацией железнодорожного отделения, хранящаяся в том же архиве. Там был акт, составленный для внутренней отчетности, не для газеты. Стрелочник Масленников Ф.И. обнаружен сменщиком Тюриным А.В. в дежурной будке поста номер 3 в 7:20 утра 16 марта 1947 года. Тело находилось в северо-западном углу будки. Масленников сидел спиной к стене, колени подтянуты. Обувь снята и стоит рядом у северной стены, носками вперед. Одежда в порядке. Следов постороннего присутствия не обнаружено. Смерть, по заключению фельдшера, наступила в ночное время, предположительно с 3 до 5 часов ночи. Причина смерти – острая сердечная недостаточность. Дмитрий читал медленно. Обувь снята и стоит рядом у северной стены, носками вперед. Снятая обувь, поставленная, сидит у стены. Смерть между 3 и 5 ночи. Он достал еще один лист из той же папки. Докладная записка, датированная мартом 1951 года. Начальнику горно-промышленного транспортного управления. Настоящим сообщаю о неоднократных жалобах работников ночных смен разъезда Октябрьский на явление, мешающее несению ночной службы. По словам работников, в ночное время в районе поста номер 3, дежурная будка стрелочника, слышны звуки непонятного происхождения. Характер звуков по описанию – ритмические шаги, повторяющиеся с равным интервалом. Явление фиксируется в ночное время, в период предположительно с 3 до 4 часов. Прошу назначить проверку и установить техническую причину, предположительно грызуны, вибрация рельсового пути или осадка грунта. Резолюция карандашом. Проверка проведена. Аномальных явлений не выявлено. Предполагаемая причина – акустические эффекты вибрации путевой инфраструктуры в ночное время. Работникам объяснить и указать на недопустимость распространения суеверий. Приказ номер 17 от 4 ноября 1950 года. Дмитрий отложил этот документ и посмотрел в папку еще раз. Там оставался один последний лист. Хозяйственный акт, датированный декабрем 1946 года, за 3 месяца до смерти Масленникова. Заявка на ремонт дежурной будки поста номер 3 разъезда Октябрьский. Требуется: замена стекла в северном окне, разбито. Замена лампочки освещения, отсутствует с октября. Составлено стрелочником Масленниковым Ф.И. Масленников подал заявку в декабре. Освещение на посту номер 3 отсутствовало с октября, значит 3 месяца он нес ночные дежурства в полной темноте. 3 осенне-зимних месяца на севере Свердловской области. Темнеет в 4 дня, темно до 9 утра. Один в темной будке на разъезде. Слышать в темноте – это совсем другое, чем слышать при свете. Звуки, которые при свете мозг автоматически классифицирует как безопасные, в темноте приобретают другое качество, другой вес. Что он слышал в этой темной будке 3 месяца подряд? Дмитрий нашел в той же папке технический акт осмотра разъезда, составленный через 2 недели после смерти Масленникова, в марте 1947 года. Стандартный документ. Состояние путей, стрелок, инвентаря. В конце один абзац, добавленный другими чернилами, то есть позже, после основного осмотра. При обследовании дежурной будки поста номер 3 в северо-западном углу на деревянной стене обнаружена надпись, нанесенная твердым предметом. Надпись состоит из вертикальных счетных черт, сгруппированных по 5. Количество не сосчитано, занимают площадь примерно 20 на 40 сантиметров. Рекомендовано при следующем ремонте перекрасить. Дмитрий медленно опустил лист. Счетные черты на деревянной стене будки, на том самом месте, где позже построили дом, где теперь чердак. 1947 год. На стене будки стрелочника метки. В 1975 году исчезает ребенок
и шаги начинаются каждую ночь. В 1997 году с лесой у восточной стены чердака обувь снята, не сбивайся со счета. А на чердаке метки на стене. Тысячи черт, одна и та же логика, один и тот же паттерн. Разные люди, разные десятилетия, разные здания на этом клочке земли, и каждый раз одно и то же. Счет, который нельзя остановить. Шаги, которые нельзя объяснить. Снятая обувь. Стена. Дом построили поверх разъезда в 1963-м, и то, что было там, перешло в дом. Просто обустроилось в новом пространстве, выше уровня земли, ближе к небу. Чердак – хорошее место для вещей, которые не хотят уходить. Дмитрий сложил распечатки. Ритмические шаги у поста номер 3. В ночное время около 3 часов. Это 1951 год. За 12 лет до того, как построили дом. За 24 года до того, как пропал Коля Степанов. А смерть Масленникова – 1947 год. Возможно, и раньше. Снятая обувь. Сидит у стены. 3 раза. В 1947, в 1975, в 1997. На этом месте кто-то занимал эту позу. Обувь снята. Стена рядом. Ночь. Дмитрий вышел из архива и долго шел по морозному Карпинску, не глядя по сторонам. Под ногами хрустел снег. В ушах стояло 3 шага. Пауза. 3 шага. Пауза. Он достал телефон. Посмотрел время. 15:47. До 3:17 оставалось 11,5 часов. Часть 8. Подъем. Решение вскрыть чердак самому Дмитрий принял в воскресенье вечером, через 2 недели после начала. За эти 2 недели у него было. Факты. Шаги каждую ночь в 3 часа 17 минут. 12 минут 3 шага вправо, 3 влево, без отклонений. Это продолжается как минимум с 1975 года, возможно, с 1947, возможно, раньше. 3 задокументированных случая. Смерть Масленникова 1947 года, исчезновение Коли Степанова 1975 года, госпитализация Кузнецова 1997 года. Общий паттерн. Снятая обувь, поза лицом к стене, счет. Он записывал гипотезы, все подряд, как учили в техническом образовании. Перебирал, зачеркивал, оставалась одна, которую не мог зачеркнуть, потому что она объясняла все, но ее нельзя было записать в рабочий блокнот. Он смотрел на пустую строку и не писал ее. Официальный ответ от управляющей компании не пришел. Срок 3-4 недели превратился в неопределенное на рассмотрении. Дмитрий позвонил несколько раз. Каждый раз ему говорили «ждите». Он ждал, но понимал, что официальный путь – тупик. Управляющие компании не вскрывают старые заваренные люки по просьбе временного жильца без очень веских причин, а «меня беспокоят ночные шаги» – недостаточно веская причина ни для кого, кроме самого Дмитрия. Он нашел объявление на местном форуме. Слесарно-сварочные работы. Болгарка, сварка, монтаж. Цены договорные. Артем. Позвонил. Голос спокойный, деловой. Объяснил задачу. Стальной лист, приваренный к потолочному люку на лестничной площадке, нужно срезать. Артем спросил только размер швов и сказал: 250 рублей вечером в будний день. Договорились на вторник, 6 вечера. Артем пришел вовремя. 40 с небольшим лет, невысокий, плотный, с инструментальной сумкой и рабочей маской на лбу. Они поднялись на 5-й этаж. На площадке горела одна тусклая лампочка в советском пластиковом плафоне. Под потолком серый металлический лист. Артем осмотрел швы, потрогал металл. «Нормально сварено», — сказал он. «Сделано было на совесть, хотя и быстро. Болгарка возьмет. Минут 15-20. Начинай».
Болгарка взвизгнула и наполнила лестничную клетку острым звоном. Желтые искры сыпались вниз, оседали на ступеньках. Запах горящей стали, резкий, почти вкусный, с металлическим привкусом. Дмитрий отошел на пару шагов, прислонился к стене. Он думал о том, что за листом 27 лет темноты и холода, что последний раз это пространство было открыто в январе 1997-го, когда Кузнецова нашли у восточной стены. 27 лет. Никто внутри, ничего внутри. Только шаги каждую ночь в 3 часа 17 минут. Через 18 минут Артем придержал лист рукой в перчатке и медленно опустил его на пол площадки. Металлический прямоугольник лег с глухим гулом. Из открытого квадрата в потолке запах. Холодный, это первое. Потом металлический, трубы. Потом пыльный, очень пыльный, запах закрытого помещения без вентиляции за много лет. И еще что-то, сложнее, тоньше, что нельзя точно назвать. Ни запах гнили, ни сырость, ни плесень. Что-то похожее на запах старого дерева, много времени простоявшего в темноте. Запах не места, а времени. «Полезешь?» – спросил Артем. «Да, подожди здесь». Он включил фонарик на телефоне, взялся за деревянную ступеньку лесенки, прибитой к краю люка, и полез. Чердак открылся перед ним постепенно. Сначала только пол и первые 2 метра пространства. Потом, когда он поднялся и выпрямился, весь объем. Длинное пространство. Конек крыши посередине, под ним. Около 3,5 метров высоты. К краям скосы стропил. Старые балки, темные от времени. Слой минеральной ваты, некоторая часть которой рассыпалась и лежала серыми бесформенными комьями. Трубы, несколько крупных, идущих параллельно длинной оси здания. Деревянный настил пола, доски, некоторые чуть потрескались вдоль волокна. Маленькое оконце в торцевой стене, единственный источник внешнего света, но сейчас было темно снаружи, и оно ничего не давало. Пыль, везде пыль. Многолетняя, спокойная, разложившаяся равномерным серым слоем на всех горизонтальных поверхностях. На полу, на балках, на трубах, на кромках деревянных досок. Та пыль, которая бывает только там, где давно не ходят. Она лежала как снег, ровно, не тронута. Дмитрий сделал шаг от люка и направил фонарь вниз, вдоль пола, и остановился. В пыли была полоса. Чистая, прямая полоса, шириной сантиметров 50-60. Она шла от точки, где он стоял, прямо, в направлении восточной стены, длиной примерно в 3 взрослых шага. Пыль внутри этой полосы была не выметена, именно разогнана по краям. Так, как это бывает, когда одно и то же движение повторяется 1000 раз. Каждое прохождение сдвигает несколько пылинок, и постепенно поверхность становится чище. Это не сделали за одну ночь. Это годы. От конца полосы отходила точно такая же, обратно к исходной точке. 3 шага туда, 3 шага сюда. Маятник, выбитый в пыли тысячами повторений. Дмитрий стоял и смотрел на этот след несколько секунд. Потом медленно ступил в полосу. Под ногами твердый деревянный настил, немного чище, чем окружающий пол. Он сделал 3 шага вперед, именно 3, ровно. Остановился, развернулся, 3 шага назад. Вот так, именно так. 3 вправо – это расстояние, 3 влево – ровно обратно. Пятак пространства примерно 1,5 на 1,5 метра. Кто-то ходил здесь, снова и снова, бесчисленное количество раз. Или что-то. У начала полосы, там, откуда маятник начинался, на полу стояли ботинки. Дмитрий увидел их не сразу. Они стояли вплотную к одной из несущих балок, почти касаясь ее. Их нельзя было заметить, не подойдя к началу маршрута. Мужские. Темно-коричневая кожа, потрескавшаяся мелкими трещинами, как кожа очень старого человека. Советского производства такие носили в 70-е и 80-е. Размер 42 или 43 на глаз. Поставленные носками вперед. Один точно к другому. Аккуратно. Именно аккуратно. Не просто оставленные,
а поставленные так, как ставят обувь у порога, когда входят в дом. Кожа потрескалась, но ботинки держали форму, не рассыпавшиеся, не сгнившие, просто очень старые, просто давно стоящие. Дмитрий наклонился и поднес фонарик ближе. Внутри хлопчатобумажные носки, свернутые и уложены в правый ботинок, тоже старые, тоже аккуратно. Кто-то снял обувь, снял носки, уложил носки внутрь правого ботинка и поставил ботинки носками вперед. Поставил, а не убежал, не уронил. Поставил, как будто собирался вернуться, или как будто это ритуал. Дмитрий не прикоснулся к ботинкам. Он повел фонарем к восточной стене, туда, куда уходила полоса. Подошел вплотную, поднял фонарик на уровень глаз, примерно 140-150 сантиметров от пола. На стене были отметки. Сначала он не понял, что это. Поверхность стены – старая штукатурка, серая, в мелких трещинах. И в этой штукатурке следы. Ни краска, ни карандаш. Нанесенные, судя по характеру линий, чем-то твердым, гвоздем, шурупом, может быть монетой. Или пальцем, если нажать достаточно сильно на старую штукатурку. 4 вертикальных черты. 5-я наискосок, перечеркивающая. Классический счетный знак. 5. И таких 5 ряд за рядом. Горизонтальная полоса, идущая по стене вправо от центра, плотная, без промежутков. 5 за 5 за 5. Дмитрий начал считать. 1, 2, 3. Пятерки шли ровно. 10, 20, 30. Он считал и считал, двигая взглядом вправо. 50, 100. Остановился. 100 пятерок – это 500 черт. Он не добрался и до середины полосы. 200 пятерок, 250, 300. Он дошел до конца видимой части. Полоса уходила дальше в темноту, за границу того, что освещал фонарик. Он сдвинул фонарь вправо. Еще полоса, еще пятерки, 3 сотни, 4 сотни. 5 сотен пятерок – это 2500 черт. Он поднял телефон снова и посветил еще правее, дальше по стене. Полоса продолжалась. 600, 700. В какой-то момент он понял, что начал считать вслух, шепотом, почти не замечая этого. 83, 84. Поймал себя и остановился. Закрыл глаза. Тишина чердака особенная. Та, что бывает только в закрытых пространствах без вентиляции. Не мертвая, а глубокая. В ней хорошо слышно собственное дыхание. В ней, если долго стоять, начинаешь слышать собственный пульс. Кузнецов сидел именно здесь, у этой стены. Может быть, вот на этом самом месте, где сейчас стоит он сам. И что он делал эти несколько часов, пока его не нашли? Смотрел на эти метки, продолжал их наносить или просто сидел, и в голове 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 вправо, 3 влево, не сбивайся со счета. Последние слова за всю оставшуюся жизнь. Дмитрий открыл глаза и посветил еще правее. Ближе к торцевой стене метки становились плотнее, прижатые теснее, как будто что-то нарастало в интенсивности. Последние крупнее и грубее, нанесенные менее аккуратно, чем первые. Как почерк, меняющийся по мере того, как теряешь контроль над рукой. Он насчитал около 800 групп. 8 сотен пятерок – это 4000 черт. И он не был уверен, что добрался до конца. Полоса уходила за угол. Он не пошел за угол. Остановился там, где стоял. Потом повернулся лицом к люку. Сделал 3 шага. Ровно 3 и оказался у начала полосы. Ровно столько шагов, сколько нужно, чтобы дойти от восточной стены до точки, где начинается маятник. Он это понял и почувствовал что-то неприятное. Он сделал это нечаянно. Просто развернулся и пошел. И оказалось, что ноги уже знают это расстояние. Дмитрий опустил телефон. Стоял посреди чердака в темноте, только небольшой круг фонарика. Полоса в пыли. Ботинки с носками. Стена, покрытая счетными метками, уходящими за пределы того, что он может сосчитать. Он понял кое-что.
Понял вдруг, ясно, как понимают очевидное. Это не следы чьего-то одного визита. Это накопленное. Каждая ночь 3 шага туда, 3 обратно. Каждая ночь 1 пятерка, или несколько, или сколько угодно. Каждую ночь на протяжении десятилетий кто-то или что-то приходило сюда и делало это, ходила и считала. С какого года? Чердак заварили в 1997. Значит, до 1997 сюда можно было войти. Мог кто-то ходить сюда ночами, добавляя метки? Кузнецов пришел 1 раз и больше не смог вернуться. До него кто-то мог. После 1997 нет. Но метки появились после 1997. Пыль на полу – это не пыль 1-2 лет, это десятилетия. И полоса в пыли, и ее выбивали долго, с 1997 или раньше, все это время. Как? Дмитрий не стал думать об этом дальше. Развернулся и пошел к люку, быстро, не оглядываясь. Спустился по лесенке, встал на площадке. Артем смотрел на него. «Нашел что-нибудь?» «Да. Можешь закрыть обратно, на болты, без сварки?» «Могу. Залезть нужно с той стороны». «Лезь». Артем поднялся, зафиксировал лист изнутри болтами в 4 точках. Это заняло минут 10, потом спустился. «Держит», — сказал он. «Без инструмента не открыть». Дмитрий заплатил за первую работу и за повторную, сверху. Артем ушел без вопросов. На площадке стало тихо. Дмитрий стоял под закрытым листом и смотрел на сварные швы по периметру. Уже не сварные, просто лист на болтах. Прислушался. Тишина. До 3:17 оставалось еще 7 с небольшим часов. Часть 9. Финал. Он пошел к Николаю Степановичу прямо оттуда, не заходя к себе. Постучал. Старик открыл, как всегда, не сразу, но и без задержки. Посмотрел на лицо Дмитрия и посторонился. На кухне привычная тишина. Герань на подоконнике. Горшок с чаем уже стоял на столе, как будто Николай Степанович ждал. Дмитрий сел и рассказал все. Полосу в пыли, выбитый маятник, 3 шага туда-обратно, разогнанную пыль по краям, поверхность, отполированную годами прохождений. Ботинки, старые, советские, поставленные аккуратно, носками вперед, с носками внутри правого. Стену ряды счетных пятерок, 500, может 600 групп, уходящие дальше, чем он успел сосчитать. Николай Степанович слушал, держа в обеих руках кружку с чаем. Не пил, просто держал. Когда Дмитрий замолчал, в кухне долго стояла тишина. «Ботинки», — сказал наконец старик. «Размер. На глаз 42-й, может 43-й. Коля носил 42-й. Тихо, ровно. В 10 лет он носил еще меньше, конечно, но 42-й — это его взрослый размер. Каким бы он был, если бы вырос?» Пауза. «Ему было бы 62 года в этом году». Молчание. «Я не утверждаю, что это его ботинки», — сказал Дмитрий. «Я тоже не утверждаю. Я просто говорю вам, что слышу. Метки на стене. 500 групп — это 2500 черт. Если по 1 пятерке в ночь, это 7 лет. Если меньше — больше. Кто мог сделать столько?» «Не знаю». Николай Степанович поставил кружку на стол. «Я думаю, никто один. Я думаю, это копилось. Может, до того, как заварили, кто-то поднимался. Не Кузнецов 1 раз, до него и до Коли. Люди лазали на чердак, всегда лазали, пока не закрыли. А может, метки появляются сами, я не знаю. Я перестал искать объяснение этому всему давно». «Как давно?» «Лет через 10 после того, как Коля пропал. Примерно в 85 году. Я понял тогда, что объяснения не будет.
что это просто есть. Было до нас, будет после нас. Мы здесь живем, слышим, иногда идем на звук. Что-то возвращается, что-то нет. Дмитрий смотрел на него. Вы сказали, что Коля просыпался в 3 часа 17 минут с рождения. Да. Покажите мне дневник жены, если можно. Старик помолчал, не отказываясь, просто собираясь. Потом встал, вышел из кухни. Вернулся через минуту с небольшой тетрадью. Синяя обложка, потертая, страницы слегка пожелтели. Положил на стол. Дмитрий осторожно открыл. Рукопись, аккуратный, четкий почерк, характерный для людей, выросших в советской школе. Датированные записи. Начало, февраль 1965 года. Это год рождения Коли. «Вот», — сказал Николай Степанович, перелистав несколько страниц. «Здесь первая. Запись от 6 марта 1965 года. Коля снова плакал ровно в 3:17, как по расписанию. Уже 3-ю ночь, точно в одно время. Загадочный ребенок. И еще одна через неделю. В 3:17 снова. Кормила, долго не засыпал. Лежит и смотрит куда-то вверх. На что он смотрит? И еще через месяц. 3:17. Коля уже не плачет, просто просыпается и лежит. Глаза открыты, тихо. Думаю, у детей так бывает. Дмитрий перелистал вперед к более поздним записям. Коле уже 7-8 лет. Коля опять в 3:17. Заходила, сидит в кровати, смотрит в угол. Спросила, что слышишь? Говорит, ничего, просто проснулся. Такой спокойней всегда. И еще одна, незадолго до исчезновения. Лето 1975-го. Коля опять. Спросила, не страшно ночью вставать? Говорит, нет, я просто слушаю. Что слушаешь? Молчит. Дмитрий перелистал еще несколько страниц. Июль-август 1975-го. Записи в основном бытовые. О жаре, о том, что Коля вырос за лето почти на 5 сантиметров, о том, что осенью пойдет в 5 класс. Обычные материнские записи. Но несколько раз снова. 3 июля, 3:17. Встала, прошла к Коле. Он не сидит, стоит у окна, смотрит вверх. Спросила что-то, не ответил сразу. Потом сказал, «Мама, ты тоже слышишь?» Я спросила, что слышу? Молчит. Легла, думала долго. Не знаю, что он имел в виду. И через несколько страниц август. Снова в 3:17. Коля стоял у кровати. Не у окна, а прямо у кровати. Смотрел на меня. Как будто хотел разбудить, но не стал. Когда я открыла глаза, он сразу лег. Я спросила утром, «Ты что-то хотел сказать?» Он ответил, «Нет, ничего. Глаза не встречали мои». Дмитрий остановился на этой записи. Глаза не встречали мои. Видимо, так мать описывала то, что сын не смотрел ей в глаза. Что-то хотел сказать и не сказал. За месяц до того, как сказал. Николай Степанович смотрел на стол, пока Дмитрий читал. «Я просто слушаю», – произнес Дмитрий вполголоса. «Да, она записала. Я тогда не обратил внимания. Ребенок говорит что-то непонятное. Сейчас, думаю, он слышал. Слышал всю жизнь. Просто не понимал, что именно, откуда звук, что это. А потом поднялся на чердак и оказался там, откуда звук шел. И не вернулся. Нет. Тишина. За окном темный двор, березы, один фонарь. «Есть кое-что еще», — сказал Николай Степанович. Он взял тетрадь, перелистал к самому концу. Последняя запись жены об этом, незадолго до того, как Коля пропал. Он нашел страницу, протянул. Запись от 1 сентября 1975 года, за 6 дней до исчезновения. Ночью снова в 3:17. Зашла, он не сидит, стоит у окна. Смотрит в потолок. Спросила, «Коля, что ты делаешь?» Он ответил, «Я слушаю».
«Там кто-то есть, мама». Я спросила: «Где?» Он показал вверх, на чердак. «Там кто-то есть, мама». Дмитрий медленно закрыл тетрадь. «Он знал», — сказал он тихо, — «знал, всегда знал. Просто не говорил или не мог объяснить нормально. А 1 сентября сказал». Николай Степанович взял тетрадь, убрал ее. Жена написала это просто как забавный детский момент, не поняла. Я сам не понял, когда она мне прочитала, только после, перечитывая, понял. Там кто-то есть. С точки зрения Коли, там кто-то есть, и он ходит туда слушать. Да. А вы сами, Николай Степанович, за 46 лет вы ни разу не поднимались? Нет. Ответ сразу, без раздумий. Ни разу. Хотел, много раз хотел, особенно первые годы. Потом нет. Я понял, что не пойду, потому что боялся не того, что там увижу, боялся того, что начну. Он посмотрел на Дмитрия. Если я туда поднимусь, начну ходить так же. 3 шага туда, 3 обратно. Я знаю это про себя. Я чувствую это каждую ночь, когда слышу шаги, внутри что-то тянет. Встать, подняться, пойти туда. Он покачал головой. Я не иду. Уже 46 лет не иду. Молчание. «Я вам скажу, что понял», — произнес Николай Степанович медленно, — «за все эти годы. То место, оно не выбирает людей, оно просто существует. Оно было до разъезда, до будки стрелочника, до дома. Оно просто есть на этом клочке земли. А люди, которые приходят туда, кто-то слышит его, кто-то нет. Кто-то идет на звук, кто-то нет. Коля слышал всю жизнь, с рождения, и пошел. Масленников работал рядом и умер. Кузнецов случайно зашел и начал считать, и уже не смог остановиться. А я слышу каждую ночь, 46 лет, и не иду. Почему? Почему? Потому что мне есть что терять. Раньше жена, дочь, сейчас просто время, просто еще несколько лет. Коле было 10, ему нечего было терять, он еще не знал, что можно потерять. Он просто пошел на звук. Дмитрий долго смотрел на него. «Главное, что я вам скажу», – произнес Николай Степанович, – «не начинайте считать, понимаете? Когда вы слышите шаги, не считайте их. Я начал однажды, лет через 5 после того, как Коля пропал. Просто так, лежа ночью, начал считать шаги. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Не остановился. До сих пор. Каждую ночь в 3 часа 17 минут я начинаю считать. Не потому, что хочу, а потому, что оно само начинается. 1, 2, 3. 12 минут. В 3:29 заканчивается. И я все равно потом еще долго лежу и в голове 1, 2, 3. 1, 2, 3. Один раз начали и не можете остановить. Да, именно. Он встал. Идите к себе, ложитесь спать. Услышите шаги, не считайте. Это единственное, что я могу вам сказать. Дмитрий поднялся к себе, лег, смотрел в темный потолок. Думал о мальчике, который с рождения просыпался в 3 часа 17 минут и сидел в кровати, просто слушая, не умея объяснить, что именно. Думал о стрелочнике Масленникове, умершем в 1947 году у стены будки, и о том, что произошло с ним в ту ночь между 3 и 5 часами. Думал о Кузнецове и о словах «3 вправо, 3 влево, не сбивайся». О ботинках, аккуратно поставленных носками вперед. В 3 часа 17 минут шаги начались. Он лежал и слушал. 3 шага. Пауза. 3 шага. Пауза. И поймал себя. 1, 2, 3. Остановил мысленный счет. Сжал кулак под одеялом. Переключился. 1, 2, 3. Снова остановил. 3 шага. Пауза. 3 шага.
Пауза. 12 минут это было. В 3:29 все прекратилось. Дмитрий встал, включил свет, пошел на кухню. Поставил чайник. Стоял, глядя на огонь конфорки, пока закипало. Он понял, что съедет. В ту ночь он спал плохо, просыпался несколько раз и каждый раз обнаруживал в голове: раз, два, три. Раз, два, три. Пауза. Снова. Он пытался думать о другом, о работе, об объекте, о завтрашних выездах. Раз, два, три. Как будто что-то продолжало считать внутри него, независимо от его желания. Николай Степанович говорил: один раз начнешь, уже не остановишь. Он начал. Не потому, что было страшно, а потому, что чувствовал, если останется еще несколько недель, не сможет остановить счет. Уже сейчас, раз, два, три, это появлялось само. Он съехал через неделю. Квартира стояла пустой 2 месяца. Потом Людмила Ивановна сдала ее молодой паре. Они только переехали в город. Работа, перспективы, нормально, неплохая квартира. Они прожили там 6 недель. Ушли без объяснений, просто нашли что-то удобнее. Соседка из 47-й квартиры рассказала знакомой: парень оттуда говорил: не можем нормально спать, просыпаемся ночью и потом долго не заснуть. В котором часу просыпались, она не уточняла. Дмитрий узнал об этом уже после того, как съехал, через знакомого, случайно оказавшегося в Карпинске по делам. Знакомый рассказал мимоходом, не подозревая, как много это значит. В день перед отъездом Дмитрий постучал в 31-ю квартиру на 4-м этаже последний раз. Старик открыл, как обычно, молча, не спрашивая. «Уезжаю завтра. Хотел попрощаться». «Знаю», — сказал Николай Степанович. «Слышал, как вы собирали вещи». Они стояли в прихожей. На стене те же фотографии. Тамара с темными волосами, белобрысый мальчик. «Вы будете хорошо?» — спросил Дмитрий. Старик немного помолчал. «Так же, как всегда». Он посмотрел на Дмитрия. «Вы помните, что я говорил про счет?» «Не начинать». «Да». Пауза. «По глазам вижу, что уже начали. Но это еще можно остановить, если уедете сейчас. Уедете — забудется. Главное сейчас — уехать». Дмитрий ничего не ответил на это. Попрощался, вышел. Спустился по лестнице в последний раз. На улице холодный ноябрьский воздух, березы без листьев, фонарный свет на сером снегу. Обычный уральский город в обычный ноябрьский вечер. Он шел к машине и думал, как тяжело, наверное, быть человеком, которому 83 года, который живет один, который каждую ночь слышит 3 шага туда и 3 шага обратно, и каждую ночь, несмотря на все, считает 1, 2, 3 и знает, что это не закончится никогда. Сейчас квартира стоит пустой. Метки на восточной стене чердака, их никто не пересчитывал. Ботинки стоят там же, носками вперед. Николай Степанович каждую ночь слышит 3 шага туда и 3 шага обратно. И каждую ночь, несмотря на все, считает. 46 лет, каждую ночь. 1, 2, 3. Дмитрий Лещев рассказал мне эту историю осенью 2022 года. Спокойный, методичный голос инженера. Факты, даты, последовательность. Почти без эмоций. В конце я спросил: «Вы до сих пор считаете?» Долгая пауза. Иногда просыпаюсь ночью. Не понимаю сначала, 3 часа или нет. И в голове: 1, 2, 3. Тихо. Я живу сейчас в другом городе, другой дом. Тихо. Но иногда 1, 2, 3. Он положил трубку. Архив закрыт. Мы не знаем, что ходит по чердаку в 3:17. Мы не знаем, чьи ботинки поставлены у начала маршрута. Мы не знаем, сколько пятерок нанесено на восточной стене и кто их нанес.
Один человек или несколько за разные годы. Мы не знаем, что произошло с десятилетним Колей, когда он поднялся туда в сентябре 1975 и не спустился. Мы не знаем, что именно увидел Кузнецов, пришедший чинить трубу в январе 1997 и найденный у стены без обуви, лицом к штукатурке, с открытыми глазами, которые не смотрели ни на что в этом мире. Мы знаем только одно. Это было раньше, чем появился дом, раньше, чем появился чердак. Что-то на этом клочке земли существует задолго до нас и будет существовать после. 3 шага в одну сторону, 3 шага обратно, в 3:17, 12 минут, каждую ночь, без исключений. Оно не пугает, оно не угрожает, оно просто есть, и оно считает. Кто-то слышит его и не идет, кто-то слышит и идет. Кто-то, пойдя, возвращается, но уже немного другим. Кто-то не возвращается вообще. Это место существует в городе, где живут 23 тысячи человек. Дом стоит на одной из центральных улиц. Мимо ходят люди. Рядом магазин, аптека, детская площадка. В 48 квартирах семьи, одиночки, пенсионеры. Они готовят ужин, смотрят телевизор, ложатся спать. Большинство не на 5-м этаже. Большинство ничего не слышат. Но один из них на 4-м этаже, под тем самым потолком, слышит каждую ночь. С 1975 года. Один в той же квартире, под теми же шагами. И еще на стене чердака 1000 черт, нанесенные в разное время, или в одно время, или в то время, которое не подчиняется обычным правилам. И еще ботинки, поставленные аккуратно носками вперед, с носками, сложенными внутрь, поставленные так, как ставят обувь у порога, когда собираются вернуться. Мальчик с белобрысыми волосами на фотографии в прихожей 4-го этажа, он слышал это с первого дня своей жизни. Просыпался в 3 часа 17 минут и сидел в темноте, слушая. 10 лет он сидел и слушал. На 11-й год пошел. Если ты живешь на последнем этаже, в любом городе, в любом доме, и однажды ночью над твоим потолком что-то начнет ходить ровно и методично, послушай. Сосчитай, сколько шагов. Если окажется 3 и еще 3, не поднимайся. И главное, не начинай считать. Один раз начнешь, уже не остановишься. Это говорит человек, который знает. Если ты досмотрел до конца, подпишись. Этот канал для тех, кто не боится слушать страшное после полуночи. Напиши в комментариях, ты бы поднялся на этот чердак? Следующая история уже готова. Включи уведомления, она выйдет скоро. Наушники, темнота, осторожно. Наушники обязательны. Смотри один. В темноте. Подписывайся, стрелка собака страшилки, нижнее подчеркивание, НА, нижнее подчеркивание, ночь. Включи уведомления, следующая история уже готова. Закрытый архив канала. Ранний доступ, MP3 версии и истории, которых нет на YouTube. Переходи на Boosty.